Всем привет! Это канал Рокабай, меня зовут Рома. Меня тоже зовут Рома. Это рубрика «Только послушай», где мы делимся любимыми и известными альбомами, обсуждаем, что в них такого, как их понимать, как их не понимать. И сегодня мы будем слушать альбом Lateralus группы Tool. А самое главное, то, что мы попробуем разобраться, как человеку, который никогда не слушал группу Tool, и либо слушал, но не понял, почему-то там все так сложно и тяжело и непонятно, как человеку въехать в группу Tool. И Рома большой фанат группы Tool, я думаю, вы уже заметили. Я дождался наконец-то. Все это было затеяно ради этого выпуска. Ради этого выпуска. Он наконец-то расскажет немного про историю группы и на что нужно обращать внимание, чтобы все-таки эта музыка начала с вами разговаривать. Будем делиться любовью. Поехали! Я хотел с тобой такую карту разыграть сегодня. Прикинуться, будто я никогда Tool не слушал, я тот самый зритель, которому ты можешь, у тебя есть возможность объяснить, почему Tool стоит слушать. В чем, собственно говоря, фишка. При том, что я слушаю рок-музыку, я слушаю металл, я примерно понимаю, не знаю, английский язык. Кстати, не обязательно даже. Вот условный мой батя. Привет. Здравствуйте. Слушает вот этот вот подкаст, ну то есть или видеокаст, смотрит. И смотрит, ага, значит, новая какая-то группа появилась, Tool. Она, собственно говоря, уже 30 лет как появилась. Думает, ладно, пойду послушаю. Включает какой-то рандомный трек и понимает, что ну тяжеляк, слишком сложно, непонятно за что зацепиться. А так бы вот он посмотрел сейчас на несколько минут дальше, что произойдет, а ты ему бы и рассказал, с чего надо начать, на что нужно обратить внимание, почему обложки так странно выглядят, что за названия такие с буквами неанглийскими, откуда вообще эти ребята, почему альбомы так долго выходят, в конце концов, тоже подозрение вызывает. Как вообще по продажам у них? И это все вопросы, понимаешь, которые мне задаст отец, если мы сегодня не разыграем хорошо это видео. Ну, давай начнем с того, что наконец-то мы добрались. Да. Это моя любимая группа. Если меня спросят про мой любимый альбом, то я буду выбирать между 4 последними альбомами Tool, а 3 остальных будут, соответственно, на 2-м, 3-м и 4-м месте, скорее всего, в моем топ-10 лучших альбомов всех времен и народов. Чуть больше 20 лет назад вышел альбом Lateralus. Собственно, по этому поводу мы и собрались. 15 мая 2001 года. Ну, давай попробуем такой краткий экскурс в историю. Лос-Анджелес, конец 80-х, начало 90-х, друзья в около голливудской тусовке. Адам Джонс, гитарист, он работает специалистом по спецэффектам. Во многих, кстати, фильмах, которые ты точно знаешь, в «Терминаторе», ух ты, по-моему, даже и во 2-м, и в каких-то фильмах про зомбарей. И вообще он довольно много там занимался костюмами. Он не по компьютерной графике специалист, а именно вот по куклам, по предметам. И это, кстати, отразилось потом в эстетике и в подходе группы. Да, потому что у них, если посмотреть их клипы, очень странная какая-то пластика, странные персонажи, у них что-то растет, что-то выдвигается за ухо там из головы. Это гитарист. Это гитарист. И он же потом всю историю группы, он вот отвечает за визуальную эстетику. Они дружат с Мейнардом Джеймсом Кинноном. Вокалистом. Он вообще очень странный чувак. Он не особо, нельзя сказать, что он вот чем-то конкретно одним занимался. У него, по-моему, была уже группа какая-то. Он, в общем, двигался по музыке. А потом что-то там то ли не сложилось, то ли он захотел в другую сторону двигаться. И, в общем, они то ли где-то рядом жили с Адамом Джонсом. И они нашли барабанщика в цирке. Просто. Мне кажется, было бы... Я бы не удивился вообще. Тоже где-то рядом, видимо, тусовался Дэдди Керри. И он был профессиональным чуваком. Он выступал... В смысле, музыкант профессиональный? Да, он профессиональный ударник. Он даже на вечерних шоу выступал. Ну, знаешь, бывают вечерние шоу. Ургант. Ну, как вечерний Ургант, только в Америке. Ну, типа Late Night Show. Да, и там есть группа, которая исполняет, что-то. Да. Вот, и он там играл, есть записи, и, по-моему, даже когда в Tool играл, продолжал там иногда появляться. Danny Carey, everybody!
Поначалу они играли довольно прямолинейная музыка. 4/4, шумит, гитары. Шумит, пердит. Да, в общем, Кричит. все как у всех. Становится понятно, что Мейнарду, вокалисту, есть что сказать. Там социальные проблемы, там вопросы к религии очень серьезные. Опиэйт, первая эпишка, по-моему, там во многом про то, как религия управляет нашими жизнями, хотя не должна была бы. И, в принципе, тон такой довольно мрачный и серьезный. Мысли более такие направленные на самоанализ в какой-то степени, на анализ ситуации, в которой мы живем. Вот. И это все, в общем, продолжается дальше. Тексты все очень завуалированные, и метафоры бывают очень личными, и их можно понимать на любом уровне. Просто любую фразу из песни взял, и уже есть над чем подумать. Первые несколько лет я любил Tool, не понимая вообще текстов. Я просто не читал, и когда пробовал читать, ничего не было понятно. Их прекрасно можно слушать просто на музыкальном уровне. Ничего не обязательно про это все думать. Они работают просто как инструментал. Воспринимаешь голос как инструмент, и все. Это все работа только вокалиста, текста. Это только вокалиста. Значит, у него и со всеми проектами есть 3 проекта, про которые я знаю у вокалиста, у Джеймса Мейнарда Киннона. Tool, A Perfect Circle и Pucifer. И во всех 3 у него подход такой, что музыка сначала пишется, законченное произведение музыкальное, потом он подключается и что-то чувствует по этому поводу. И пишет, значит, и текст, и мелодию голоса так, чтобы она помогала и вплеталась, и работала как еще один инструмент. Он рассказывает многократно, что он когда пробует сначала написать типа текст, или там, придумать мелодию какую-нибудь отдельно от музыки, а потом уже музыку написать, получается ерунда, да. Это чисто вот его процесс, и отчасти, забегая вперед, альбомы многие у них занимают долгое время, потому что он-то как раз занят и на всех фронтах работает, у него 3 группы, а вот группы-то пишут музыку долго, особенно Tool, они там любят по математике Задуриться, да, спасибо за это слово, я как раз его искал. И очень долго, у них очень длинные треки, это такие прям симфонии. И пока они это все напишут и финализируют, а ему потом еще к этому надо добавить столько же красоты. Текста и вокала. Да. И, в общем, это все занимает очень много времени. Переломный момент, с которого я начинаю интересоваться всей этой историей, это... Это, наверное, второй альбом. Это второй альбом. Выходит Anima. Перед этим у Tool появляется больше и такой коммерческий успех. Басист Пол Дамор, оказывается, был идейным, и он был типа против мейнстрима, и что это все, короче, не то, что он хочет делать. Но, в общем, они не сошлись, и, в общем, стало понятно, что пути расходятся. Когда они ездили в Великобританию, их разогревала группа местная из Великобритании, в которой играл Джастин Ченслер. И вот там-то они скорешились. Там они скорешились, у них были хорошие отношения, он был большим фанатом того, что они делают. И, в общем, в какой-то момент ему звонок. Сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Он сначала отказался. Даже так? Надо ехать в Штаты. А он британец. И это, значит, группа, он такой, типа, я недостоин, типа, я не могу, а вдруг я не оправдаю его ожиданий. И, в общем, его там все вокруг уговаривали, что ты чё, такой шанс бывает раз в жизни. И, в общем, он потом перезвонил и спросил, типа, а что там, предложение еще в силе? И, в общем, слава богу, что перезвонил. Потому что, на мой взгляд, вот он стал недостающим каким-то вот этим секретным ингредиентом. Дэнни Керри, ударник, он и до этого был там по сложности, он интересуется там и оккультизмом, и кабалой, и всякой математикой сложной, движение звезд, там, астрология, все вот это все и басист к нему подошел. Похоже, они там спелись очень хорошо. Ритм секции, потому что что-то поменялось вот на альбоме Anima, и он стал сильно сложнее. Тут у них появляются более сложные ритмы, более сложные размеры, песни длиннее, больше какого-то просто экспериментов именно с композицией. Пару треков, как говорится, must listen.
из Ну, альбома Animals? если не вслушиваться в слова, а просто как бы покачать головой в такт, то можно начать прямо сначала. Sting Fist отличный, кочевый трек, очень тяжелый. Со странным клипом, насколько я помню, где вот какая-то сущность там в холодильнике. Да, там у них как раз начинается вот это вот. Один из моих любимых треков с этого альбома — это H. С музыкальной точки зрения там уже появляются такие этнические мотивы, которые мне очень нравятся дальше в последующем творчестве Tool, как они вплетаются. То есть репертуар инструментов, которые ударник использует, сильно расширяется. И у этого трека очень приятная динамика в середине и очень интересный текст. Это самый ранний их альбом, который я с удовольствием могу слушать. У них успех, продается, я не знаю, там какими тиражами. Там что-то около 2,5-3 миллиона альбомов. Ну, прилично. Насколько я помню. Давай так скажем, прилично, но для такой специфической Это музыки. очень специфическая музыка, эта музыка сложная. И они, кстати, всю дорогу, наверное, с самого начала и до самого конца пропагандировали историю про то, что приходите на концерты, и вот там, типа, будет классно. Что происходит? Да. Туры занимают много времени. Они работают над живым альбомом Salival. Ну, с концертов, но там все равно как бы продакшн и все такое. Кстати, на Anime, Salival и Lateralus, о котором мы сегодня будем говорить подробнее, у них один и тот же продюсер, забыл его имя, но это продюсер, который до этого еще работал с King Crimson. Это тоже довольно сложная музыка, и он удивился, когда ему с ним вышли на связь, потому что он думал, что это как бы... Ну, и все думали, что это немножко другой жанр, а мне кажется, он очень хорошо влился именно вот их желание делать сложнее и амбициознее и размашистее. Потом у них происходит какое-то недопонимание с их лейблом Volcano Records. Volcano Records вовремя решили не продлевать контракт с Tool. Ну, типа, они, наверное, хотели продлевать, но как-то не дошли руки. А Tool решили, что, раз мы не продлеваем контракт, то мы можем другой лейбл искать. Вот, и они начали так узнавать, скрести по сусекам, а что там вообще происходит, как бы, а с кем можно... Пробивать, как говорится. Пробивать, да, варианты. Об этом узнал лейбл, и, значит, в суд подали, да. Что группа Tool уклоняется от исполнения контракта, а группа Tool встречена на то, что, значит, а вы не офигели ли, там надо было вовремя с контрактами разбираться. И эта тяжба происходит какое-то время, там чуть ли не 4 года они судятся, практически вот до самого начала. И так как идет судебное разбирательство по поводу творческих аспектов, они не могут создавать новую музыку, не могут писать новую музыку в это время. Потому что она непонятно, может, кому типа права непонятно, пойдут, кому да? да. Они рискуют, если они будут писать что-то новое, это может остаться за ними, лейбл. И они не смогут лейблом, даже использовать. Вот это да. Вот они 4 года, значит, до 2000 года с этим занимаются. За это время Мейнард Джеймс Киннон успевает задружиться с технарем, не студийным, а технарем сцены, который оказывается еще и гитаристом, который ездил вот с Тулом в туры. И они основывают группу A Perfect Circle в это время. И он начинает работать на стороне, и они даже вместе уже не играют в составе группы. То есть вот вышел Salival, туры отгремели, и пауза. И продолжаются как бы судебные тяжбы. Да. И, в общем, в какой-то момент они потом уже в интервью говорили, что даже что-то подзабыли немножко, зачем это все надо. Потому что у него уже Perfect Circle. Да, уже пошла новая история. Но, значит, потом закончились лоссьюты, и они, в общем, нашли какой-то, я так понимаю, общий язык, потому что, по-моему, Lateralus вышел все еще на Volcano Records. В общем, они поняли, что все, в общем, погорячились сильно. Вот. И потом они, значит, возвращаются и начинают играть вместе, и потом они в интервью говорят, что вот тогда все вспомнилось, типа, зачем мы этим занимаемся, потому что все-таки происходит, значит, магия, когда эти 4 человека собираются в одном месте и начинают писать музыку. Практически в течение года они записывают... С 2000 по 2001. По 2001, и в 2001 в мае выходит мой
любимый альбом всех времен и народов Lateralus. Во-первых, музыкально они там позволяют себе больше. Они отступают от своего правила, что каждая нота на записи должна быть, они должны мочь ее исполнить вживую. Они отступают от этого. Они от этого отступают, начинают записывать больше слоев гитары, больше слоев вокала, какие-то синтезаторы, какие-то вообще экспериментальные вещи. Там где-то у них как будто бы пение каких-то буддийских монахов, а это ударник просто в трубу, там что-то гудит, ну, просто в сантехническую. Сантехническую? Да, и они там потом это как-то обрабатывают на сведении. В общем, они ударяются во все тяжкие в плане именно студийной работы, и это слышно, потому что Anima предыдущая, она все-таки такая еще сырая и зубастая, да. А здесь это какой-то, ну, это такая симфония уже. Во-вторых, на CD диск входит 80 минут записи. Lateralus длится 78 с чем-то минут. Впритык. Впритык по максимуму. И это не весь материал. Они вырезали уже на мастеринге, и интерлюдии, которые там понаписали между песнями, там должны были быть более плавные переходы. Да. И даже из некоторых песен. Некоторые песни сгруппированы. Parabola, их вообще только вместе надо слушать. Причем желательно, чтобы там не было паузы посередине, потому что очень... Очень бесит, когда на Яндекс.Музыке, я помню, слушал. И на секундочку, вот это... и песня дальше не идет, и это просто начинает... Там как раз нарастает перегруз гитарный в этот момент. Забегая вперед, это вот один из хайлайтов этого альбома. Disposition, Reflection и Triad, они не то чтобы прям перетекают друг в друга, но почти. И они обычно вот считаются, что это как бы почти одна песня, минут на 20 она там суммарно получается. Очень длинные песни на этом альбоме, еще длиннее, чем были на предыдущем. И с этим случился тоже казус, потому что когда они выпускали версию на виниле, на 2 виниловых дисках, им пришлось поменять порядок песен, потому что в том порядке, в котором они должны быть на альбом, они просто не влазили, влезают. физически нельзя было нарезать. Физически невозможно. Поэтому там не классический порядок, да. И это как бы фанаты считают, что это ну все, как бы это слушать невозможно по нескольким причинам, потому что артворк на самой пластинке напечатан, поэтому это сказывается на звуке. Во-вторых, ну там порядок не тот, и в общем, что вообще это слушать? Они начинают работать с Алексом Греем. Зацените его творчество отдельно, очень классные картины, и послушайте его какие-нибудь лекции, наверное. Он, по-моему, даже на TED выступал. У него много и скульптурной работы. В общем, интересный персонаж современный. До сих пор живет. Сейчас в Америке строит храм на основе, значит, своего видения мира и своего арта. Они, по-моему, уже довольно давно были знакомы с Адамом Джонсом, с гитаристом, который до этого отвечал за весь визуальный стиль. Вот этот художник. Да, этот художник. А тут к нему, значит, обращается как раз гитарист и говорит: слушай, подсоби. У меня есть идея. Да. Значит, давай, значит, нарисуем человека в разных, типа, разрезах. Срезах. Да. Типа, как вот он снаружи, как у него мышечная система работает, как у него там церебральная система работает, ну, как выглядит. Да. И, значит, придумаем что-нибудь вот в этом ключе. И он такой: да, давай. И, значит, они начинают коллаборацию, и они вместе работают над обложкой альбома, над артом вот этим всего там буклета. И вот эта тема глаз у них как раз начинается отсюда, она заимствована у Алекса Грея. У него вот эта вот история про то, что весь мир состоит из глаз, это как бы такая аллюзия на то, что все за всеми смотрят, все одушевлено, и все как бы само себя изучает. На всех последующих альбомах он им помогает и с клипами, и с артом, и они вообще дружат, и ему очень нравится их музыка, и он там везде их пропагандирует, и, в общем, это, по сути, это с этого момента это творческий союз вот группы с точки зрения музыки,
и Алекса Грея с точки зрения арта. Откуда название? По-русски это называется латеральное мышление, нет лучшего перевода. Но вообще lateral — это что-то, ну, типа ортогональное, что-то, что не идет по прямому пути. И вот это вот латеральное мышление — это способ мышления, который, ну, набор техник мышления, которые позволяют раскрыть типа творческий потенциал, не следуя классической логике. А то, что человек там в разрезе, это какая-то метафора про то, что они препарируют человеческую там душу? Группу Tool можно понимать, как ты хочешь. Главное, чтобы как ты понимал. И в разные периоды можно понимать по-разному. И они сами об этом говорят. То есть отчасти и название группы тоже в том числе, что это как бы инструментарий для мышления, для того, чтобы ты сам подумал. Это сборник задач. Это сборник задач без очевидных решений. Без ответов. То, что они могли там что-то вкладывать на этапе написания песни, не означает, что песни значат именно это. Ну, вообще весь альбом, он про погружение в себя и про самопознание и про ну, какую-то такую личностную философию, наверное. Он менее социальный, более личный. The Grudge про рост и про то, как преобразовать свои старые переживания, старые обиды и старый свой опыт во что-то полезное для взрослой жизни. Parable и Parabola — это тело держит меня временно, и боль — это иллюзия, а мы вечные, и нам нужно об этом вспоминать. Типа, это прям метафизический стейтмент такой. Очень такой тоже буддистский. Скизм — это про раскол церкви. Ну, скизм, опять же, фанаты расходятся в трактовках. С одной стороны, можно подумать, что это типа раскол, как в церкви, ну, типа на разные направления, да, мысли. Можно рассматривать как раскол в отношениях, когда влюбленная, и там буквально говорится про то, что там упоминается такая фраза. А также можно рассматривать его чуть более приземленно, как раз про ту историю с их лейблом. И про то, что они разошлись, а потом обратно сошлись. Ну дай про заглавную эту песню хоть сказать еще. А Парабола же заглавная песня. Нет, заглавная песня Lateralus. Ну тут, конечно, тут даже я знаю. Я знаю, что песня Lateralus работает по принципу чисел Фибоначчи. Что текст вокалиста делится как раз вот на 1, 1, 2, 3, 5, ну и так 8, 13 и так далее. И это количество слов в строчке. Да. Я не помню текст сам, но я помню ритмически, как он поется. И причем я когда слушал это в первый раз, я не знал про эту фишку. Ну, поет и поет. Ну, то есть, ну, немножко странно звучит, но он поет мелодично, поэтому к нему претензий никаких нет. Он, ну, хороший вокалист. И когда потом я узнал, что это, оказывается, числа Фибоначчи, я не поверил. Я пошел смотреть на текст. Он идет, разумеется, вот такой вот пирамидкой. Я думаю, да ладно, как это вообще могло в голову-то прийти? Как вообще это соединить-то с чем? Но я, кстати, не знаю смысла песни. Точнее, я уже забыл про что там. Вот. А смысл, значит, во-первых, вокалист потом признавался, что это, ну, как про жопу шутить. Ну, типа, зачем очень легко, очень очевидно. То есть там в какой-то момент возникло где-то вот в студии у них, что что-то какая-то здесь математика есть там в музыке, там 9, 8, 7 упоминается, что это типа, ну, как упоминается, встречается там в размерах, которые они используют, и это вроде как 987 это число Фибоначчи, и он такой, а давай-ка я сделаю еще и текст, типа, построенный на последовательности Фибоначчи, и он потом говорит, ну, можно было тоньше, типа, зачем? Если мы так уверены, что числа Фибоначчи и вот это вот золотое сечение, оно действительно везде участвует, и везде его можно найти в природе там, и так далее, то оно уже есть, значит, в песне.
Зачем его еще раз так явно указывать? Можно было сделать тоньше. И я отношусь как раз к тем, кого уже немножко подташнивает от этих чисел Фибоначчи, потому что песня, во-первых, звучит охренительно сама по себе, чисто с музыкальной точки зрения, если ты про это не знаешь. Во-вторых, в ней прекрасный смысл про любознательность, по сути, про интерес к пониманию мира вокруг и себя, и про попытки постоянно выйти вот за свои существующие рамки как-то интеллектуально, что ли, то есть все время вот это вот еще дальше, еще больше. Хочу полностью объединиться, значит, с миром и все понять, да, и прозреть, и вот песня про вот это стремление. И, по-моему, там музыка прекрасно работает со словами, почти как какая-то такая метал-опера. И не обязательно знать про Фибоначчи, про числа для того, чтобы получать от нее удовольствие. И как по итогу восприняли этот альбом фанаты и, не знаю, общественность? То есть это успех, это средненько, это... Это успех. Все еще есть хардкорные фанаты, которые... Вот раньше было лучше, и предыдущий был сырее и злее, и было хорошо, а это уже что-то они подвыдохлись. Если посмотреть на цифры, то это 500 миллионов в первую неделю продано. В ближайшие годы он там стал платиновым и даже не по одному разу, по-моему. Ну, мне кажется, у него то ли 2,5, то ли 3 миллиона, что-то такое. Там какой-то бешеный успех. Во-первых, они получили Грэмми за песню Слотералуса, за «Скизм», как раз как за лучшее металл-исполнение. Это 2001 год, и там конкуренция, я не помню всех, но там точно была конкуренция со Слипкнотом. Вот, что я хотел сказать. Да. Значит, они получили Грэмми в категории металла, и все их называют прогрессив метал группой, типа прогрессивный металл. Это не совсем верно по факту. Прогрессивно, у них действительно прогрессивная музыка в том плане, что она сложная ритмически. И она не всегда структуре куплет-припев, соло да, подчиняется. зачастую не подчиняется этой структуре. И очень длинные песни, это тоже свойство прогрессивной музыки. И музыка во многом тяжелая, часто тяжелая. И местами там, конечно, скримит Мейнард, чем дальше, тем реже. Горло уже не то. Но вообще он умеет агрессивно петь. Но все-таки металл – это более скоростная история, это более сложные рифы. А этот прям тантрическая. А здесь это более тантрическая такая музыка, и поэтому отчасти я советую попытаться вкатиться в Tool, потому что такой музыки больше никто не делает. Реально. Есть Smallman, по-моему, это какая-то европейская группа, но ты их слушаешь, и ты сначала тебе кажется, что вот, наконец-то я искал, звучит как Tool, а потом ты понимаешь, что они звучат как Tool, потому что они копируют Tool. Ну, то есть это здорово, конечно, но это уже не настолько оригинальная история. Я бы советовал для того, чтобы лучше понять, абстрагироваться от того, что это тяжелая музыка. И от того, что это прогрессивный металл. И от того, что это прогрессивный металл. Попробуйте... О чем думать? Что это тантрическая музыка? Представляете, что это музыка, сыгранная странным оркестром. Вот вы пришли на концерт классической музыки. Вы там не ожидаете куплет-припев. Вы там не ожидаете, что будет все вот так вот размеренно, там 4 четверти. Слушайте попроще композиции. Не обязательно все должно сразу нравиться. Что-то кажется слишком тяжелым, пропускайте. На каждом альбоме Tool есть песни попроще, полегче, не такие агрессивные. И, в общем, это нормально. Вот. Это позволит зацепиться, ухо привыкнет. И да, с первого прослушивания ничего не получится. Главное дать больше одного шанса. С первого прослушивания ничего не получится. С первого прослушивания будет только больше вопросов. Меня прокатили на каком-то непонятном аттракционе. Я ничего не понял и не уверен, понравилось мне или не понравилось.
ребята, значит, работают просто в своем каком-то жанре. И этот жанр должен дойти. Это такая головоломка. Ее надо покрутить, попробовать с разных Жвачка сторон. с секретом. Да, попробовать разные песни, послушать многократно, послушать в фоне, послушать целенаправленно, дать этому немножко осесть. Ты сначала ничего не понял, ты прилагаешь усилия, даешь этому шансы, и это потом окупается многократно. Потому что когда ты раскусил, как это работает, а что мне пытаются сказать, а на что обращать внимание, а на что не обращать, а как это слушать. То есть надо натренировать уши. Каждый раз, когда мне кажется, что все, музыка вся одинаковая, все надоело, Включаешь Tool. я включаю Tool и восстанавливаю свою веру в человечество, и в творчество, и в музыкальность. Ну что, так мы отметили 20-летие альбома Lateralus. Если вы еще не знакомы с группой Tool, то мы рекомендуем вам начать именно с этого альбома. Надеюсь, теперь вам после рассказа Ромы стало чуть более понятно, что там происходило, на что нужно обращать внимание и насколько это слоеный торт или пирог, как хотите. Слушать мы этот альбом будем за кадром, потому что он слишком длинный, и если вы хотите посмотреть на то, как мы на это реагируем, Рома проходит по уже известным песням, а я вспоминаю и изучаю, возможно, некоторые заново, то заходите на наш Patreon, ссылка в описании. На этом мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, Подписывайтесь. подписывайтесь. Делитесь с друзьями. Мы вас всех любим. Пока. Пока.